Ребят, всем привет! Сегодня я заменю тормозные диски на Toyota Yaris. Менять буду на китайские диски Patron. Также поменяю тормозные колодки, поставлю испанскую Ремзо. Чем обусловлен выбор именно этих запчастей, я уже рассказал в одном из своих роликов, поэтому повторяться не буду. Ссылка на ролик будет в описании под этим видео. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех подписавшихся на мой канал. Не знаю, как это правильно сказать, но ваша подписка на самом деле очень стимулирует продолжать делать ролики. В общем, от слов к делу, загоняю машинку в гараж и начинаю работу. Приятного вам просмотра. Замена дисков, как бы это банально ни звучало, начинается со снятия колеса. Здесь, ребят, я хочу обратить ваше внимание на то, как выглядит диск на колесе. На нем очень сильный черный налет. Я специально не мыл машину для того, чтобы вы могли в деталях рассмотреть о том, как пылят колодки Ремзо. Потому что многие в комментариях мне сказали, что настоящие колодки Ремзо не пылят. Так вот, это не так. Сняв колесо, начинаем разбирать суппорт для того, чтобы добраться до колодок. Потом снимаем тормозную скобу и уже извлекаем наш диск. Об этом далее по порядку. В общем, извлекаем пружинку суппорта и выковыриваем пробочки, которые закрывают направляющие нашего суппорта. Сами пробочки, они такие нейлоновые, их можно поддеть отверткой, но в принципе можно и просто вытянуть руками. Далее мы отворачиваем наши направляющие, извлекаем их из своих посадочных мест и достаем сам суппорт. В суппорте одна колодка, получается, у нас стоит на направляющих, а вторая колодка, она за счет пружинок крепится в поршне суппорта. Колодки отходили порядка 40 тысяч, чтобы быть более точным 38 тысяч. На машине стояли 4 года. Вот так вот выглядят они сейчас. В принципе, износ у них уже практически полный. Далее мы снимаем скобу суппорта. Учитывая, что это Toyota, сразу эти болты у вас не открутятся, поэтому возьмите что-нибудь такое длинное. Создайте рычаг, ослабьте болты и потом уже трещоточкой их выворачиваете. Отвернув эти болты, мы извлекаем саму скобу суппорта. Несколько секунд наслаждаемся ее внешним видом и понимаем, что надо чистить. Она вся закорела у нас. Вот в этих вот местах надо будет пройтись даже напильником, потому что здесь, реально все плохо. Далее мы снимаем наш тормозной диск. Диск я меняю, потому что он уже в минимуме, то есть его толщина уже меньше допустимого. Но сам по себе он еще довольно в неплохом состоянии. Я бы не сказал, что здесь есть какие-то риски или еще что-то. Вот. Потом берем очиститель тормозов, смываем старую смазку со ступицы. Помогаем себе в этом нелегком деле тряпочкой. После того, как мы очистили от старой смазки ступицу, смотрим на поверхность ступицы. Если есть какие-то отложения ржавчины, опять-таки, берем металлическую щетку и начинаем их счищать. Суть всего мероприятия заключается в том, чтобы поверхность ступицы была как можно более идеально ровная, идеально гладкая для плотного прилегания тормозного диска. В целях, понятно, исключения биения этого диска. Поэтому тщательно вычищаем все металлической щеткой. Всю ту пыль, которая образовалась от нашей чистки, смываем очистителем тормозов. Берем нашу скобу, зажимаем в тисках и начинаем счищать те ржавые налеты, которые есть, напильником. Потому что щетка тут уже, судя по состоянию нашей скобы, не совсем нам поможет и не совсем будет эффективно. Единственное, что хочу вас предупредить, если уже дошло до того, что надо чистить напильником, все-таки старайтесь это делать аккуратно, без излишнего фанатизма, потому что очень легко раздолбить вот эти вот сами направляющие, в которых ходят колодки, и тогда колодки будут просто-напросто у вас звенеть и дребезжать, и в конце концов вы придете к тому, что вам придется купить эту скобу новую или бэушную. В общем, с напильником надо очень-очень аккуратно. То есть суть всей этой работы не расширить вот эти вот направляющие, а счистить тот налет и ту ржавчину, которая образовалась за время, скажем так, эксплуатации этой скобы. Почистив напильником, очищаю от оставшейся пыли, остатков там всего вот этого вот, что наросло металлической щеткой. И в целом сейчас вот увидите, как у меня это все получилось, как выглядит скоба.
Выглядит она вот таким вот образом, то есть места, где ходят колодки, почищены до металла. Виден износ уже, что вот где конкретно стоят сами колодки, есть уже выработка, и в принципе эту скобу уже скоро придется менять. Берем приспособление и начинаем утапливать поршень суппорта. У кого такого приспособления нет, вы можете поступить следующим образом. Прежде чем разбирать суппорт, возьмите отвертку, вставьте ее между колодкой и тормозным диском и, используя как рычаг, вдавливайте поршень суппорта до тех пор, пока он не утопится полностью. Затем я беру медную смазку и начинаю промазывать все соединения, которые есть, опять-таки тонким слоем, без фанатизма, в целях избежания появления ржавчины на этих соединениях. Таким же образом наношу медную смазку на столбицу, которую мы раньше почистили, и надеваю тормозной диск. Точно так же я смазываю места, где ходят колодки. И опять-таки повторюсь, без особого фанатизма, только лишь для того, чтобы уменьшить вероятность появления ржавчины в этих местах. Устанавливаем скобу суппорта, закручиваем болты, которые крепят ее к поворотному колоку. И что я здесь хочу еще сказать, что вот эти вот болты не надо мазать никакой смазкой. И даже многие производители наносят сухой анаэробный герметик для резьбы в целях того, чтобы они не откручивались от вибраций там, либо еще от чего-то. Но учитывая, что у нас здесь Toyota, нам в этом случае помогает ржавчина. Здесь, в принципе, сложно не то что закрутить, а сложно открутить. Вот, завернув эти болты, убеждаемся в том, что наше соединение затянуто с достаточным моментом. Сильного фанатизма, конечно, здесь применять не надо, но опять-таки это тормоза, здесь надо убедиться в том, что у нас все зажато четенько, качественно и с должным усилием. Далее устанавливаем колодки. Внешняя колодка ставится на тормозную скобу. Внутренняя колодка, она имеет также скрипун. И внутренняя колодка ставится уже за счет специальной пружинки на поршень скрипуном вниз. То есть в комплекте две колодки. Посмотрите та, которая ставится в эту позицию со скрипуном вниз. Вот эту колодку и вставляете. Вставив колодку на поршень, устанавливаем суппорт на место. И берем наши направляющие суппорта. Кстати, их тоже неплохо почистить, для того, чтобы они скользили там внутри своих резиновых втулок. Сами втулки тоже мазать ничем не надо. Просто их очищаем от грязи, никакую смазку туда пихать не надо. Вставляем эти направляющие и зажимаем. Ну, кстати, прикольный глюк. 2 раза выскочил баннер, который предлагает подписаться на канал. По каналу тут тоже, кстати, есть прикол такой. Каждое утро я захожу в приложение на мобилке и смотрю количество подписчиков. Меня уже даже жена начала подкалывать, что не клюет. Я говорю, не клюет. Ну, так, в целом у меня добавляется где-то по одному подписчику каждые 2 дня. Поэтому, ребят, предлагаю немного поднажать. Как говорится, вам все равно, а мне приятно. Ладно, отвлеклись от темы. Так, закручиваем наши направляющие. Убеждаемся, что у нас все зажато, ничего не разболтается, не отвалится. Берем нейлоновые заглушки и ставим их на свои штатные места. Они закрывают втулки, внутри которых ходят направляющие. Ну, объяснять, я думаю, тут уже не надо. Они служат для того, чтобы грязь не попадала внутрь втулки и, соответственно, наши суппорта не клинили. Затем берем пружинку, устанавливаем ее назад на суппорт. Как-то давно, я помню, всегда очень долго мудохался, пытаясь установить эту пружинку. На самом деле ее просто надо немножко изогнуть, и она становится в свои гнезда. Молоточком мы ее засовываем уже окончательно в эти гнезда. И по сути на этом наша работа по замене тормозного диска подходит к логическому завершению. Перед тем, как поставить колесо на место, еще раз обезжириваем наш тормозной диск, очищаем его от остатков смазки, какой-то грязи, которая налипла в момент монтажа, и уже потом устанавливаем колесо. Что хочется сказать. Этот ролик снимался где-то 3 недели назад. За это время машинка уже проехала порядка 500 километров.
И уже есть какие-то ощущения. И что самое интересное, хочу сказать, что эти ощущения сугубо положительные. То есть на данный момент я уже прекрасно понимаю и вижу, что колодки и диски притерлись, приработались. Каких-то там отличий по торможению в сравнении с теми дисками и колодками, что стояли тут раньше. А раньше стоял оригинал по дискам, и колодки те же Ремза были. В общем, по ощущениям ничего не поменялось, то есть ничего не бьет, ничего не вибрирует. В принципе, машина тормозит довольно эффективно. Пока, как я уже говорил ранее, только положительные моменты. Но в то же время я прекрасно понимаю, что это всего лишь 500 километров. И как бы говорить о том, что да, все хорошо, все срослось, пока, наверное, еще рано. Поэтому где-то, наверное, весной, когда я уже буду переобувать зимние колеса на летние, я опять-таки сниму ролик, сниму, извиняюсь за тавтологию, с машины эти диски, и мы детально уже посмотрим, как они по истечению вот этого вот периода времени себя показали, как зарекомендовали. То есть уже можно будет конкретно сказать, имеет ли смысл покупать и таким образом экономить на запчастях вот эти китайские диски. На этом у меня на сегодня все. До новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока.